Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Нам нужна злая невеста. Очень злая. Такая, чтобы распугала всех его родственников. С этого странного заказа и началась самая безумная неделя в моей жизни. Я тогда сидела в своей конторе над свежей партией брачных анкет и пыталась решить, кто из двух достойных вдовцов хуже. Тот, который храпит так, что срывает ставни, или тот, который на первом свидании показывает фамильный склеп. За окном моросил дождь. Котел на плитке лениво булькал травяным отваром, а на вывеске «Оливия Грей, сваха и консультант по семейным вопросам» снова осыпалась позолота. Все шло, как обычно, пока в дверь не вошли две дамы, от одного вида которых у меня свело зубы. Обе были одеты так, будто всю жизнь репетировали скорбь перед зеркалом. Серые шелка, серые перчатки, серые лица. Старшая держала трость не потому, что нуждалась в опоре, а потому, что ей нравилось указывать ею на чужие недостатки. Младшая несла под мышкой папку документов так, словно собиралась меня арестовать. «Госпожа Грей?» – спросила старшая. «Иногда», – ответила я. «Мы пришли по деликатному вопросу». «Все мои лучшие сделки начинаются с этой фразы», – заметила я и жестом пригласила их сесть. «Чай? Успокаивающий или наоборот?» «Нам нужен результат, а не чай», – отрезала старшая. «Мы тетушки маркиза Адриана Вердена». Имя было знакомое. Уставший маг, богатое поместье на северных холмах. Недавно овдовел. После смерти жены будто выключился из жизни, перестал ездить в столицу, почти не появлялся на приемах и, по слухам, пустил управление домом на самотек. «И?» – спросила я. «Его замок наводнили родственники покойной супруги», – сказала младшая. «Дальние кузены, племянницы, их супруги, дети, компаньонки и кто-то еще с птицами и музыкальными инструментами». «Это уже колонизация», — сказала я. На этот раз уголок губ у младшей дрогнул. Старшая осталась каменной. «Наш племянник дал умирающей жене клятву», — сухо пояснила она. «Не выгонять ее родных, пока те не причинят прямого вреда дому». «Как трогательно», — сказала я, — «и как неосмотрительно». «Он благородный человек». Благородные чаще всех и страдают от тех, у кого нет этого недостатка. Старшая посмотрела на меня так, будто впервые допустила мысль, что я могу быть полезной. «Мы хотим, чтобы вы нашли для него невесту». «Быстро?» «Немедленно». «Красивую?» «Не обязательно». «Родовитую?» «Совсем нет». «Тогда в чем сложность?» «Нам нужна Мегера». «Простите?» «Женщина, достаточно резкая, неприятная, властная и бесстрашная, чтобы войти в этот бардак, навести порядок и так испортить жизнь паразитам, чтобы они сами сбежали оттуда». Я помолчала. Потом спросила: «То есть вы хотите не брак, а санитарную операцию?» «Если для вас это звучит понятнее, то да», — ответила старшая. «А сам маркиз в курсе?» Тетушки переглянулись. «Он согласен, что ему следует жениться снова». Это не ответ. «Он согласился принять кандидатуру, которую мы сочтем подходящей». «То есть невесту ищете вы, женится он, а вы хотите, чтобы я привела в замок не женщину, а стихийное бедствие?» «Именно». Я посмотрела на них, потом на чайник, потом снова на них, и вдруг поняла две вещи. Во-первых, ни одна нормальная женщина добровольно в такой замок не поедет. А во-вторых,
Лучшая Мегера в радиусе 100 миль сидит прямо здесь и смотрит на двух тетушек поверх чашки с отваром от мигрени. «Сколько платите?» – спросила я. Старшая назвала сумму. Я кашлянула, потом назвала свою. Кашлянула уже младшая. И мы сошлись на цифре, которая примирила мои профессиональные амбиции с врожденной любовью к хорошим шторам, дорогому мылу и спокойной старости. «Есть только одна проблема», — сказала я. «Найти такую женщину за сутки невозможно. У нас нет времени». А я говорю не о времени, а о невозможности. Поэтому в замок поеду я. Тишина в комнате стала такой плотной, что ее можно было резать ножом и подавать к ужину. «Вы?» — первой переспросила младшая. «Я. Формально кандидатка в невесты, неформально временное стихийное явление». «Но вы сваха», — сказала старшая, — «и ведьма. Бытовая, не пугайтесь. Я умею варить настойки, выводить пятна, распознавать ложь, потому как дрожит чай в чашке, и одним взглядом заставлять взрослых людей стыдиться своих манер. Для вашей задачи набор идеальный». «Но вы не молоды», — заметила старшая. «Благодарю», — сказала я. «Зато я умна, не боюсь скандалов и умею считать серебро. А ваш племянник, судя по описанию, сейчас не в состоянии отличить спасение от катастрофы. Так что мне хватит 3 дней, чтобы либо очистить замок, либо сжечь его морально». Старшая долго смотрела на меня, потом медленно кивнула. «Вы мне не нравитесь, госпожа Грей». «Это взаимно. Значит, мы сработаемся». Через час у меня был аванс, рекомендательное письмо, адрес поместья и короткая справка о бедствии по имени родня покойной маркизы. А через 2 часа я закрывала контору. Через 3 стояла у зеркала и решала, какой именно образ лучше подходит женщине, которую должны одновременно бояться и ненавидеть. Я выбрала темно-зеленое дорожное платье, шляпу с жесткими полями и выражение лица, с которым обычно объявляют о банкротстве или браке по расчету. В карман я положила блокнот, нюхательную соль, флакон распознавателя ядов и маленький мешочек с хозяйственной пылью. Последнее мой личный состав. Если бросить щепотку в раковину, она сама показывает, сколько дней там не мыли посуду. А если в камин, сколько раз в нем жгли чужие письма. Незаменимая вещь. Когда экипаж покатил по мокрой дороге к северным холмам, я еще не знала, что через неделю буду целовать спящего маркиза, отбиваться половником от наемных бандитов и спорить с замковыми чарами о правах законной хозяйки. Тогда мне казалось, что впереди просто выгодный заказ. Как же приятно иногда ошибаться. Замок Верден я увидела на закате. Он стоял на холме, серый, длинный, с высокими окнами и 2 башнями по краям. У подножия темнел сад, когда-то явно прекрасный, а теперь похожий на человека, которому сказали «живи, как знаешь». Фонтан зарос тиной, дорожки расплылись, на веревках между яблонями сушились чьи-то панталоны. У парадного входа царил еще больший разгром. На ступеньках сидели 2 мальчишек и швыряли орехи в витражные стекла. Под навесом храпел толстый мопс в кружевном чепце. Слева спорили 2 дамы о том, кто занял солнечную комнату на 2 этаже. Справа лакей пытался вытащить из кареты клетку с попугаем, который вопил «Проныра, проныра», так уверенно, будто говорил по делу. Я вылезла из экипажа и остановилась. Лакей взглянул на меня с тем безнадежным выражением, которое бывает у людей, переживших уже все. «Госпожа?» «Да», — сказала я, — «из этого момента здесь станет хуже, а потом лучше». Он моргнул, но спорить не стал. Умный. В холле было людно, шумно и отвратительно.
Кто-то играл на фортепиано одну и ту же фразу. Двое детей гоняли по коридору деревянного дракона на веревке. На консольном столике стояли пустые бокалы, тарелки с засохшими пирожными и чей-то сапог. Из гостиной доносился смех, из столовой крик. Из глубины дома звук разбившегося фарфора. Я вдохнула. «Милочка, вы к кому?» — окликнул меня приторный голос. Ко мне подошла женщина лет 40 в ярко-лиловом платье, которая отчаянно спорила с ее цветом лица. На груди у нее блестел траурный медальон такой величины, будто покойницу хотели увековечить как военный трофей. «Я к хозяину дома», — сказала я. «У него сегодня неприемный день, зато у меня приемный». И я протянула письма тетушек. Она прочла первую строчку, переменилась в лице и выдавила улыбку. «Ах, какая неожиданность!» «Удивление вам к лицу», — сказала я. «Где маркиз?» Она указала куда-то наверх. С видом человека, только что получившего дурную весть, но пока не знающего, насколько дурную. Я поднялась по лестнице, не спрашивая разрешения. По пути перешагнула через груду шляпных коробок. Кабинет Адриана находился в дальнем крыле. Дверь была приоткрыта. Я постучала один раз и вошла. Мужчина у окна даже не обернулся. Высокий, худой не от природы, а от привычки забывать про еду. Темные волосы слишком длинные, ворот рубашки расстегнут. Он смотрел в сад так, будто решал, не проще ли однажды уйти туда и не вернуться. «Если вы еще один родственник, выберите комнату сами. Мне все равно». «Боюсь, я хуже», — ответила я. И только тогда он повернулся. Лицо у него было некрасивое в том салонном смысле, которым любят разбрасываться молоденькие барышни. Нет, красота у него была другого рода. Сдержанная, усталая, опасная. Умные глаза, резкие скулы. Рот человека, который давно разучился смеяться. «Простите?» — спросил он. Я вручила письмо. Он прочел, прикрыл глаза, потом еще раз прочел, видимо, надеясь, что текст изменится. «Мои тетушки окончательно решили меня добить». «Зато с фантазией». «Вы госпожа Грей?» «Оливия Грей. Ведьма, сваха и специалист по неблагополучным семействам. И, как выяснилось, ваша предполагаемая невеста». «Предполагаемая?» «Не беспокойтесь. Я приехала не за вашим сердцем. Пока что мне нужен только ваш дом, ваши родные вредители и доступ к кухне». На его лице мелькнуло нечто очень похожее на желание рассмеяться. Но привычка быть несчастным оказалась сильнее. «Вы понимаете, что происходит внизу?» — тихо спросил он. «Да, у вас завелась родня». «И вы действительно собираетесь?» «Да». «Почему?» Я пожала плечами. «Потому что мне заплатили. И потому что я не люблю паразитов. И потому что, едва войдя в ваш холл, я почувствовала профессиональное оскорбление». «Вы не похожи на невесту». «А я и не собираюсь ее быть. Я собираюсь выглядеть достаточно правдоподобно, чтобы всех раздражать». «Это у вас уже получается». «Благодарю». На этот раз он все-таки усмехнулся. Я отметила это про себя как маленькую победу. «Хорошо, госпожа Грей. Предположим, я позволю вам остаться. Что вы сделаете первым делом?» «Объявлю правила. А если их не послушают?» «Тогда сделаю так, чтобы им стало неудобно сидеть, есть, спать и врать». «Помощью магии?» «С помощью быта, маркиз. Это страшнее». Я попросила его собрать всех к ужину в большом зале. Он явно хотел отказаться, но любопытство пересилило. А может, ему было просто все равно, чем закончится очередной день
этого затянувшегося бедствия. К 7 вечера в столовой собрались почти все. Я стояла во главе стола. Справа от меня молчаливый маркиз, слева та самая лиловая дама, оказавшаяся кузиной покойной жены госпожой Эстер Флоу. Дальше тянулась целая галерея лиц, обиженные, любопытные, ехидные и равнодушные. Я стукнула ложкой по бокалу. «Добрый вечер. Меня зовут Оливия Грей. Я прибыла по приглашению семьи и с согласия маркиза Адриана де Вардена». «В качестве кого?» — громко спросил мужчина с масляными усами. Я улыбнулась ему с той теплотой, с какой обычно смотрят на плохо приготовленную рыбу. В качестве будущей хозяйки дома. Тишина. Чистая, звенящая тишина. «Простите», — прошипела Эстер. «Повторять не буду», — сказала я. «У меня есть голос, но нет желания расходовать его на очевидные вещи». Маркиз рядом чуть повернул голову. Если бы я не следила за ним так внимательно, то не заметила бы, как дрогнул уголок его рта. «С этого момента, — продолжила я, — в доме вводятся новые правила. Во-первых, слуги обслуживают хозяина дома и поместье, а не бесконечный курорт для гостей. Во-вторых, каждый, кто живет здесь дольше недели, участвует в содержании дома, либо деньгами, либо делом. В-третьих, спальни в восточном крыле освобождаются для нужд поместья. В-четвертых, дети больше не бросают орехи в витражи, иначе будут собирать стекла сами». «Это возмутительно!» — вскочила Эстер. «Сядьте», — сказала я. «И последнее. Отныне все расходы дома будут проходить через меня. Списки, счета, кладовые, закупки — все». «По какому праву?» — взвизгнула молодая девица в перьях. Я повернулась к маркизу. «По какому, милый?» Он посмотрел на меня, а потом на зал, потом спокойно сказал. «По моему». Вот тогда я и поняла, в этом уставшем человеке еще осталось достаточно стали. Ее просто давно не просили выйти наружу. «Ужин окончен», — сказала я. «Завтра в 7 утра встречаемся на кухне. Будет аудит». «Какой еще аудит?» — спросил усатый. «Ведьминский», — ответила я. И, судя по их лицам, эта фраза испугала их сильнее, чем следовало бы бояться всего лишь очень сердитой женщины с блокнотом. В 7 утра на кухне были не все. Это меня не удивило. Удивило другое. Те, кто все-таки пришел, выглядели, будто ожидали казни, а не ревизии. Я стояла у длинного стола в переднике, который нашла в буфетной. Передо мной лежали списки расходов, ключи от кладовых, мешочек хозяйственной пыли и деревянная указка. «Где остальные?» – просила я. «Спят», – мрачно ответила Эстер. «Прекрасно, значит, начнем с вас». Я провела аудит быстро и с наслаждением. Кухонные полки были пусты наполовину. Серебро из кладовки случайно использовалось для семейных пикников. Лучшие комнаты заняли дальние родственники с детьми и собаками. Штат прислуги числился полный, а работало в доме от силы 6 человек. Остальные разъехались или сбежали. «Вы разоряете поместье», — сказала я, закрывая книгу расходов. «Мы семья», — с надменностью произнесла Эстер. «Семья не разоряет дом, как саранча». «Как вы смеете?» «Очень легко. С опытом приходит». И я щелкнула пальцами, и щепотка хозяйственной пыли взлетела в воздух. Мягко осела на раковину, на столы, на гору грязной посуды. Поверхности засветились бледно-желтым. «Что это?» — испуганно спросила девушка в перьях. «Грязь, видимая для совести. Редкое явление, особенно в богатых семьях». Слуги, стоявшие у двери, переглянулись. «Сегодня, — объявила я,
Завтраком занимаются те, кто вчера громче всех возмущался». «Что?» — хором сказали трое. «Именно. Вы едите здесь 3 месяца. Пора познакомиться с кухней изнутри». Сначала они решили, что я шучу. Потом я вручила Эстер полотенце, усатому кузену ведро с картошкой, а девушке в перьях таз для яблок. И еще 2 щетки. «Я не буду мыть посуду», — заявил усатый. «Будете». «С какой стати?» «С той, что вся посуда в доме сегодня утром прилипнет к рукам тех, кто откажется помогать». Он фыркнул и демонстративно потянулся к чашке. Чашка прилипла к ладошке. Он дернул, не отлипла. Кухня взорвалась смехом. Даже старый дворецкий, до этого похожий на памятник терпению, отвернулся к буфету и закашлялся очень подозрительно. «Слабые бытовые чары», — пояснила я. «Безвредно, но неудобно. Вы же не хотите ходить с чашкой на руке весь день?» Через 5 минут картофель чистили все. Я ходила между ними, отмечала в блокноте, кто ленится, кто притворяется больным. Магии было мало, ровно столько, чтобы подчеркнуть мою мысль. Основное делали стыд, усталость и тот факт, что никто из них не ожидал сопротивления. А маркиз наблюдал. Я заметила его не сразу. Он стоял у двери, прислонившись плечом к косяку, и смотрел, как его дорогие гости спорят из-за ножей, брызгаются мыльной водой и впервые в жизни узнают, где хранится крупа. Когда наши взгляды встретились, он не отвел глаз. «Доброе утро», — сказала я. «Я пришел проверить, не сгорела ли кухня». «Пока нет, но у госпожи Эстер есть все шансы поджечь кашу взглядом». Это было первым полезным проявлением ее характера за долгое время, тихо заметил он. Я едва не расхохоталась. К 9 часам кухня сияла, завтрак был готов, а родственники выглядели так, будто пережили огромное нравственное унижение. «Поздравляю», — сказала я, когда мы закончили. «Вы не умерли от труда. Это должно вас обнадежить». «Вы чудовище», — прошипела Эстер. «Да, и пока вы живете в этом доме, ваше». За столом в то утро впервые за долгое время было тихо. Люди ели и не спорили, потому что слишком устали. После завтрака я прошлась по дому вместе с дворецким. Его звали мистер Хейл, и за 10 минут общения я поняла, что люблю его почти как дальнего родственника, которого не видишь годами, но искренне ценишь за то, что он умеет держать язык за зубами и серебро в порядке. «Вы вернули дому позвоночник, госпожа», — сказал он. «Пока только шейный отдел». «И все же. Хозяин сегодня впервые позавтракал за общим столом и допил кофе горячим». «И давно все так?» — спросила я. Хейл помолчал. «Похорон. Его сиятельство обещал покойной госпоже, что не обидит ее семью. Сначала приехали 3, потом 5. Потом стало поздно выставлять правила». «А он?» «Перестал спорить, потом перестал замечать. А потом, боюсь, почти перестал жить». Я ничего не ответила. Иногда люди думают, что ведьмы больше понимают в боли, чем остальные. Неправда. Мы просто лучше замечаем, как она прячется в мелочах. В остывшем чае, незажженных свечах, в том, что человек больше не спорит за любимое кресло. К вечеру я успела переселить половину гостей из лучших комнат, закрыть доступ в винный погреб, вернуть на службу 2 кухарок и составить список имущества, которое странным образом разошлось по родственникам. К ужину дом уже гудел не наглой вольницей, а тревожным недовольством. И это было прекрасно. Но настоящая перемена случилась позже. Ночью я спустилась на кухню за водой и увидела свет в библиотеке. Маркиз сидел в кресле у камина с книгой, которую не читал. На столике рядом стоял бокал, к которому он не прикасался. Я собиралась уйти, но он поднял голову. «Не спится?» – просил он.
«Я ведьма», — сказала я. «Мы лучше думаем после полуночи. А вы?» Но я только сейчас понял, как тихо может быть в этом доме. Я подошла ближе и села напротив. «Вам не нравится тишина?» Наоборот, я забыл, что она существует. Он говорил спокойно, но под этим спокойствием слышалась усталость, слишком старая для его возраста. «Ваши тетушки сказали про клятву», — осторожно начала я. Конечно, сказали. Они любят обсуждать мои слабости как семейное достояние. «Иногда слабость — просто неправильно употребленная верность». Моя жена Элен перед смертью просила меня не прогонять ее родных. Она боялась, что после его ухода они останутся без опоры. Я пообещал. Тогда мне казалось, что это малость. А оказалось вторжение. Да. Сначала я терпел из уважения к ней, потом из вины, а потом уже не понимал, где кончается долг и начинается трусость. И я молчала. Иногда лучше вид участия не вмешиваться словами. «Клятва связана со мной», — сказал он. «Я не могу выгнать их без причины. Не могу запретить им жить здесь, пока они не причинят вред поместью». «Но на меня клятва не распространяется», — сказала я. «Именно. «Значит, ваши тетушки все-таки не совсем безумны». Они безумны, но иногда продуктивно». Я улыбнулась. Он тоже, на этот раз чуть дольше. Огонь трещал в камине, за окном шуршал ветер, дом, наконец, дышал ровнее. И в этом полумраке, среди книг и ночной тишины, я вдруг слишком ясно поняла, как опасно приятно мне сидеть рядом с этим человеком. Непрофессионально приятно. Неправильно. «Вам лучше поспать, Маркиз», — сказала я и поднялась. «Адриан». «Что?» «Когда мы не на публике, зовите меня просто Адриан, раз уж вы изображаете мою невесту. Давайте делать это убедительно». «Хорошо, Адриан», — ответила я. И ушла раньше, чем он успел заметить, как предательски тепло прозвучало его имя у меня на языке. На третий день меня уже ненавидели все, кроме слуг, маркиза и, возможно, кота. Это я считала блестящим результатом. Я ввела расписание работ, проверку кладовых, перечень расходов и новое правило. Кто жалуется на еду, тот завтра помогает на кухне. После него число жалоб сократилось вчетверо. Эстер же, наоборот, вошла в фазу активного сопротивления. Она перестала изображать оскорбленную невинность и перешла к тому, что у людей ее типа заменяет стратегию. Мелкие пакости, громкий шепот и союз с самыми глупыми членами семьи. Поэтому, когда в полдень мне подали чай с запахом, в котором слишком явно слышалось сено, я даже не удивилась. Я удивилась, насколько грубо они сработали. «Кто заваривал?» — спросила я у горничной. «Госпожа Эстер лично», — пролепетала девушка. «Ну, конечно». Я понюхала чашку еще раз и улыбнулась. Убивать меня никто не собирался, только выставить посмешищем. Видимо, рассчитывали, что после обеда я опозорюсь перед всем домом и сбегу, спасая остатки достоинства. Мило, наивно, неэффективно. К обеду в столовой был полный состав. Я специально пришла вовремя, безупречно одетая и в отличном настроении. Эстер смотрела на меня так напряженно, что могла бы прожечь скатерть. «Какой чудесный аромат у чая», — сказала я, занимая свое место. «Не правда ли?» — сладко пропела она. «Просто восхитительный, настолько, что я не могу лишить вас удовольствия попробовать первой». И пока слуги расставляли тарелки, я безупречно небрежным жестом переставила чашки. Эстер этого даже не заметила. Иногда победа любит тех, кто умеет ждать. Первую половину обеда она провела торжествующе, вторую напряженно. К десерту у нее начал дергаться левый глаз. Когда подали пирог, она уже сидела слишком прямо и отвечала односложно. Я наблюдала молча. Адриан, кажется, что-то понял, потому что уткнулся в бокал и подозрительно долго не поднимал взгляда. Его плечи время от времени подрагивали.
«Вам нехорошо, кузина?» — ласково спросила я. «Прекрасно», — выдавила она. «Вы бледны. Жарко. Откроем окно?» «Не надо». На слове «не надо» она вскочила так резко, что стул отлетел назад. «Простите», — прошипела она и почти выбежала из столовой, прижимая ладонь к животу. Секунда тишины, а потом попугай из клетки в углу, будто специально дождавшись, завопил. «Беги! Беги!» Стол взорвался подавленным кашлем, хрюканьем и звоном приборов. Молодой племянник покраснел до ушей, кто-то уронил вилку, слуга у двери отвернулся к стене и трясся всем корпусом от беззвучного смеха. Я подняла чашку и спокойно отпила свой, теперь уже безопасный чай. «Удивительно», — сказала я. «Видимо, организм госпожи Эстер плохо переносит собственные рецепты». Адриан все-таки посмотрел на меня. В его глазах был откровенный смех. Первый настоящий, который я у него увидела. И вот тогда я поняла, что пропала. Потому что уставший мужчина, который вдруг снова умеет смеяться, это опаснее любой боевой магии. После обеда он поймал меня в коридоре. «Это было жестоко», — сказал он. «Это было воспитательно». «Вы знали?» «Я ведьма и женщина. Мы чувствуем подлость по запаху». «Мне бы следовало вас остановить». «Следовало, но вы не захотели». «Нет, не захотел». Мы стояли слишком близко. Я видела тонкую усталую складку у его рта, маленький серебряный шрам у виска. И еще я видела, как после смеха его лицо словно стало моложе. «Осторожнее, Оливия. Вы начинаете мне нравиться». «Это не входит в контракт, Адриан». «Знаю». «Тогда не усложняйте мне работу». «А если уже поздно?» Я открыла рот, чтобы ответить что-нибудь холодное и умное, но в этот момент из дальнего коридора донесся вопль Эстер. «Где аптекарь? Немедленно!» Мы оба отпрянули. «Семья зовет», — сухо сказала я. «К счастью», — ответил он. И мы разошлись в разные стороны, оба слишком хорошо понимая, что в доме наконец началась не только борьба за порядок, но и нечто куда менее управляемое. На четвертый день я решила выйти за пределы замка. До этого весь вред казался мне домашним. Лишние рты, пустые кладовки, растащенное серебро. Но мистер Хейл между делом упомянул странность. В дальнем лесу за последние месяцы стало подозрительно мало сторожей, а доходы от древесины подозрительно меньше обычного. Слово «подозрительно» всегда действует на меня ободряюще. «Мне нужно осмотреть дальние земли», — сказала я за завтраком. «Одна вы не поедете», — немедленно ответил Адриан. «А вы поедете?» «Да». Эстер подняла брови. «Как трогательно!» «Как уместно!» — отрезала я. «Раз уж я, по вашим словам, почти член семьи». К полудню мы выехали верхом. День был прохладный, ясный. Дорога шла через поля, потом вдоль речки, потом в тени старого леса. Ехать рядом с Адрианом оказалось подозрительно легко. Он не болтал, не старался казаться лучше, не задавал дурацких вопросов, вроде тех, которыми мужчины обычно прикрывают интерес. Мы молчали, когда хотелось молчать, и говорили, когда появлялось о чем. «Вы правда хотели стать свахой?» — спросил он, когда мы спустились к ручью. «Нет, я просто хотела стать богатой. Но для этого нужен стартовый капитал или удачный брак. А у меня не было ни того, ни другого. А выходить замуж за идиота я отказывалась из принципа». «И решили соединять других?» «Да. Оказалось, это прибыльнее, чем алхимия, и не требует взрывать кухню дважды в неделю». «Вы взрывали кухню?» «Один раз случайно. Второй в образовательных целях». Он тихо рассмеялся. «А вы?» — спросила я. «Вы всегда были таким мрачным?» «Нет. Раньше я был невыносимо разумным». «Ужасная болезнь». «Согласен». Мы добрались до северной опушки ближе к вечеру. Там нас ждал старый лесничий, мистер Берн.
Едва увидев хозяина, он поклонился, но взгляд у него был тревожный. «Милорд, я уж думал, вы не приедете», — сказал он. «Что случилось?» — спросил Адриан. Берн посмотрел на меня. «Говорите при госпоже», — сказал Адриан. «Ей я доверяю». «В дальнем квартале леса рубят больше, чем дозволено», — сказал Берн. «И не наши люди. Возят бревна ночью к восточной границе». «Кто разрешил?» — спросила я. Бумаги были с печатью замка, подписаны от имени управляющего. «Какого управляющего?» — холодно спросил Адриан. «Господина Рональда Флоу, милорд». Рональд Флоу был тем самым усатым кузеном. Я выругалась про себя. «У вас есть копии бумаг?» — спросила я. Берн кивнул и принес папку. Печать действительно была замковая. Подпись — грубая подделка под старого управляющего. Даты шли подряд, суммы внушительные. «Они продают ваш лес», — сказала я. «Уже продали», — мрачно ответил Адриан. «Это вред поместью?» «Да». «Значит, клятва трещит». Впервые за все время я увидела в нем не усталость, а ярость. Ту самую, при которой люди становятся опасны. «Возьмем все, что есть, и проверим восточную границу», — сказал он, и мы поехали дальше. Но именно там, у старой просеки, нас и ждали. Из-за деревьев вышли трое мужчин в серых куртках. Еще двое появились сзади. Лица закрыты шарфами, в руках дубинки и короткие арбалеты. «Милорд», — сказал один, — «вам лучше повернуть назад». «А если нет?» — спросил Адриан. «Тогда госпоже будет неприятно». «Какое скудное воображение», — сказала я. Тот, что слева, дернулся ко мне первым. Ошибка. Я швырнула ему в лицо горсть перечного порошка из дорожного кармана. Он завыл, схватился за глаза. Второй же целился из арбалета, но Адриан поднял руку, и воздух перед нами плотной волной ударил вперед. Это не было зрелищной бурей с молниями. Никаких огненных драконов, сияющих кругов и пафоса. Просто короткий и резкий толчок силы. Очень точный, очень злой. Нападавших швырнуло в кусты так, будто их подхватила гигантская ладонь. Они все же успели выстрелить, и я увидела, как болт летит в мою сторону. И не успела бы уклониться. Адриан заслонил меня собой. Болт скользнул по невидимому щиту и упал в траву. «Назад!» — рявкнул он. У него был такой голос, что даже я сделала шаг назад. Драка длилась меньше минуты. Двое сбежали, троих мы связали. Один лежал и стонал, кляня лес, хозяина, собственную жизнь и того, кто обещал им легкую работу. «Кто вас нанял?» — спросила я, присев рядом. «Не знаю, госпожа». Я достала из кармана флакон с нюхательной солью. «Подумайте лучше». «Господин Флоу, и еще женщина в лиловом, я имени не знаю». «Зато я знаю», — сказала я. Когда все закончилось, я вдруг поняла, что дрожу. Не от страха, а от позднего осознания, как близко просвистел болт. Адриан заметил. «Вы ранены?» «Нет, только гордость. Я предпочитаю сама спасать других». «В следующий раз договоримся по очереди». Я подняла на него взгляд и вдруг увидела, что он бледен сильнее обычного. «Этот щит вытянул много сил?» «Достаточно». «И все равно вы закрыли меня». «Конечно». Сказано это было так просто, словно иначе и быть не могло. И в тот момент между нами окончательно что-то изменилось. Не вспыхнуло, а просто стало фактом, как наступление вечера или запах дождя перед грозой. Мы уже не были хозяйкой по контракту и хозяином по необходимости. Мы были двумя людьми на одной стороне. И оба это знали. Вернувшись в замок, мы не стали шуметь сразу. Это была моя идея. Мы заперли бумаги в кабинете, допросили пойманных людей при мистере Хейли и составили список доказательств. Поддельные разрешения,
Показания лесничего, расходы, ночные перевозки, исчезнувшие печати. Все складывалось слишком аккуратно, чтобы можно было отмахнуться. «И что теперь?» – спросил Адриан. «Теперь мне нужен текст вашей клятвы». Он принес мне старую шкатулку. Внутри лежал лист с формулой обещания. Не магический контракт в полном смысле, а закрепленное словом клятва рода. Достаточно сильная, чтобы держать человека за горло, если тот сам согласился на условия. Я прочла один раз, потом второй. «Вот оно», — сказала я. «Что?» «Вы поклялись не лишать их крова, защиты и покровительства, пока они чтят память Элен и не вредят дому, земле и имени Верденов. Видите?» «Значит?» «Значит, они сами разорвали ваш долг. Не одним хамством, а преступлением против поместья». Он медленно выдохнул. «Я мог увидеть это раньше», – тихо сказал он. «Могли, но вы были заняты скорбью, виной и толпой нахлебников. Это не лучший настрой для юридической точности. Вы сейчас очень деликатны». Цените момент, повторения может не быть». На следующее утро я велела собрать всех в большом зале. Зал был холодный, высокий, с фамильными портретами вдоль стен. Родственники стекались туда с видом людей, заранее готовых к оскорблениям. Некоторые шептались. Эстер выглядела уверенно, а Рональд, усатый кузен, нагло. Видимо, они еще не знали, что все кончено. Я встала на верхней ступени у кресла хозяина. «Благодарю, что явились», — сказала я. «Сегодня у нас будет маленькое семейное мероприятие. Называется «Ответственность». «Если вы снова собираетесь читать нам правила», — начала Эстер, — «то я отказываюсь». «Отказываетесь вы обычно от работы, а сейчас вы послушаете». Я кивнула мистеру Хейлу, он вынес папку. В течение последних месяцев из Северного леса незаконно вывозилась древесина. От имени замка выдавались поддельные разрешения. Деньги за продажу оседали не в казне поместья, а в частных руках. У меня есть копии бумаг, свидетельства лесничего и признания нанятых людей. Рональд побледнел первым, Эстер второй. «Это ложь!» – рявкнул он. «Как жаль, что есть бумаги», – сказала я. Я открыла первую страницу, потом вторую, зачитала суммы. По залу прошел ропот. Те, кто не участвовал в схеме, впервые поняли, что паразитировали не просто на вялости хозяина, а на реальном воровстве. «Согласно клятве маркиза, — продолжила я, — защита семьи покойной супруги действует, пока эта семья не причиняет вред дому, земле и имени Верденов. Вы причинили. Следовательно, покровительство прекращено». «Ты не имеешь права!» — завизжала Эстер. «Имею», — сказал Адриан. Голос у него был негромкий, но зал мгновенно стих. «Я долго терпел вас в память об Элен. Вы воспользовались ее именем, ее смертью и моим обещанием. С сегодняшнего дня ни один из вас не остается здесь без моего личного разрешения». «Да как ты смеешь?» – вскочил Рональд. «Этот дом держался на нас». «Этот дом держался вопреки вам», — сказала я. Он шагнул вперед, и вот тогда я впервые позволила себе больше магии, чем прежде. Совсем немного. Я положила ладонь на перила и тихо произнесла формулу активации. Родовая защита откликнулась мгновенно. По каменным швам пробежал серебристый свет, двери за спинами родственников захлопнулись, а в воздухе разлилось ощутимое напряжение. Кто-то ахнул. «Не пугайтесь», — сказала я. «Замок просто решил, что с него хватит». Эстер попятилась. «Он не подчиняется чужой женщине». «Уже подчиняется», — ответила я. «Видимо, у замка вкус лучше, чем у вас». Я не лгала. Дом действительно принял меня. Не как хозяйку окончательно.
но как защитницу порядка, как временную руку воли хозяина. У вас есть 2 часа, чтобы собраться. Только свои вещи, не фамильное серебро, ни подсвечники, ни ковры. Рональд попытался спорить, угрожать, ссылаться на приличие, на бедственное положение, на память покойной. Я слушала ровно столько, сколько нужно было, чтобы он сам запутался в своих оправданиях. Потом двери распахнулись, и началось бегство. О, как же быстро люди собираются, когда понимают, что бесплатный курорт закрыт окончательно. В коридорах гремели сундуки. Кто-то пытался спрятать серебряную вазу под плащом. Ваза выпала на ступеньках. Эстер трижды меняла решение, какие шляпки брать. А попугай в последний момент улетел из клетки и сел на люстру и громко объявил: «Все вон! Вон! Вон!» К вечеру замок опустел. Не сразу стало тихо. Сначала было странно. Слишком много пространства, слишком мало крика. Потом тишина осела, как пыль после скандала. И вместе с ней пришло облегчение, от которого у меня самой подкосились ноги. И я стояла в центральном холле среди полуразобранных сундуков, чужих ленточек и забытой детской лопатки, когда услышала шаги. Адриан спустился по лестнице. «Все?» – просил он. «Все. Я не знаю, как вас благодарить». «Начнем с денег», – сказала я по привычке. Он рассмеялся. «Будут и деньги». Мы прошли в кабинет, он открыл сейф и выдал мне сумму втрое больше той, про которую мы договаривались. «Это слишком», — сказал я. «Нет, это все еще меньше, чем стоило бы заплатить». Я взяла кошель, но радости не почувствовала. Это мне не понравилось. Деньги должны радовать. Если не радуют, значит, дело плохо. «Завтра я уеду», — сказала я, не глядя на него. «Так скоро?» «Контракт выполнен». «Да». «Дом приведут в порядок. Я оставлю Хейлу инструкции. Кухня заработала, отчеты составлены. Вам останется только жить». Звучит неожиданно сложно. «Не усложняйте, Адриан». Это говорит женщина, которая приехала сюда изображать мою невесту и выгнала целый клан при помощи половника, бухгалтерии и врожденной свирепости? «Я не говорила, что умею жить по собственным советам». Он шагнул ближе. «Оливия!» Но сказать не успел, потому что в этот момент в холле снизу ударил холод, резкий, мертвый, чужой. Погасла одна свеча, потом вторая. Откуда-то из глубины дома донесся крик служанки. Мы оба обернулись. «Это не родовая защита», — сказал Адриан. «Знаю». И в ту же секунду я поняла. Родственники ушли, но неприятности еще нет. Проклятия всегда приходят с плохим вкусом. Это я поняла давно. Люди, которые способны на честную магию, обычно не пользуются ею по мелочи. А те, кто любит пакостить из тени, никогда не умеют быть изящными. Холод растекся по коридорам, как грязная вода. На стеклах проступил иней, хотя был еще не вечер. «Все в главный зал!» — крикнула я. Мистер Хейл уже собирал слуг. «Умница!» Люди бежали по коридорам, испуганные, сонные, растерянные. У одной горничной подломились ноги прямо на лестнице. Поваренок зевал так, будто не спал 3 суток подряд. Чары катились волнами, накрывая дом. «Кто-то работает снаружи», — сказала я. «Привязка к стенам и крови хозяина». «Родственники?» — спросил Адриан. «Сами бы они не сумели, им кто-то помогает». «Темный колдун?» «Или очень плохой провинциальный маг с завышенной самооценкой. Сейчас не до точностей». Я схватила его за руку и потащила в библиотеку. Там хранились старые книги, травы и несколько моих сумок. Пока Адриан вынимал из шкафа старый жезл-ключ, я смела со стола чернильницу и начала рисовать защитную схему мелом прямо на паркете. «Вы знаете, как это снять?» — спросил он.
Полностью нет, но перебить возможно. Но мне нужен фокус. То есть, Тот, по кому убьют сильнее всего. очевидно, это я. Именно. И мне это совсем не нравится. Мы вернулись в главный зал. Слуги я велела усадить у камина, дать им крепкий чай и не выпускать наружу. Замок держался, но с трудом. Чужая магия искала щели, как крысы в старой кладовой. Я поставила Адриана в центр круга. «Только не говорите, что доверяете мне», — буркнул он. «Доверяю недостаточно, чтобы дать упасть. Стойте смирно». Я начала читать противосонную формулу. Такой магии меня учила не Академия, а тетка Мирелла, которая считала, что самое полезное заклинание — это то, после которого человек может встать, умыться и дать пощечину виновному. Сначала казалось, что помогает. Иней на стекле пополз назад. Слуги перестали клевать носом. Но потом где-то в глубине дома что-то глухо ударило, будто снаружи запечатали последний замок. Адриан резко вдохнул. «Оливия!» Я обернулась. Он стоял все еще прямо, но глаза у него уже темнели той пустой сонной тяжестью, которая не имеет ничего общего с обычной усталостью. «Нет», — сказала я, — «даже не думайте». Очень убедительный приказ. Он попытался улыбнуться, не вышло. Я метнулась к нему, но волна сна накрыла быстрее. Он пошатнулся. Я едва успела подхватить его, иначе он рухнул бы на пол. «Адриан!» Никакого ответа. Тело было теплым, живым, просто заколдовано тяжелым, как человек, у которого отняли дорогу к сознанию. Все ахнули. Я села на колени прямо на камень, удерживая его голову у себя на плече. И в этот момент весь мой опыт, хладнокровие и блестящие планы вдруг оказались бесполезной мишурой. Потому что одно дело выгнать нахлебников, и совсем другое смотреть, как человек, к которому ты привязалась, уходит в сон, из которого может не вернуться. «Госпожа!» — тихо сказал Хейл. Я подняла голову. «Закрыть все ставни, никого не выпускать. Принесите мне соль, холодную воду и ту шкатулку из кабинета, быстро!» Он исчез. Я осталась с Адрианом на руках и впервые за много лет испугалась по-настоящему. Не за дело, за человека. Когда шкатулку принесли, я сразу увидела то, что искала. Старую ленту жены, прядь волос, кольцо, письма. В этих проклятиях всегда есть цепь. Чужой колдун зацепился за остаток клятвы, за дом, за память, за хозяина. Значит, разрывать надо не только силу, но и тот узел, к которому она привязалась. Я работала долго. Соль на лоб, формулы на шепоте, снятие по слоям. Но чары были упрямы, их питали со стороны. А я не великая чародейка. Я ведьма практики, кухни, малого исцеления и больших скандалов. На пятой попытке я поняла неприятную вещь. Холодная магия не пробивается, ритуал не дотягивает, лазейка слишком живая. Нужно что-то личное, настоящее. Именно в этот момент старая служанка мисс Бран тихо сказала из-за моего плеча. «Милочка, иногда чужой сон разбивают не силой, а зовом». Я посмотрела на нее. Она не смутилась. «Если сердце уже выбрало, оно часто умнее головы», — сказала она и ушла, оставив меня наедине с самым нелепым и опасным решением в моей жизни. Я посмотрела на лицо Адриана, на его упрямую линию рта, на тень усталости под глазами, на человека, который прикрыл меня от болта, доверил дом, позволил мне устроить бурю в своей жизни и сам, того не желая, стал для меня домом куда большим, чем любой замок. «Проклятие!» — сказала я. «Как не вовремя!» А потом наклонилась и поцеловала его. Это не было красиво, не было, как в сладких балладах. У меня дрожали руки, волосы лезли в лицо, а сердце билось так, будто собиралось пробить мне ребра и сбежать отдельно. Но поцелуй был настоящим, и магия это почувствовала.
Сначала вокруг нас дернулся воздух, потом хрустнул лед на окнах, потом по кругу мела вспыхнула тонкая светлая линия, и холод начал отступать, как вода. Адриан резко вдохнул, я отпрянула, его глаза открылись. Несколько секунд он просто смотрел на меня. «Вы... это был метод лечения?» «Экстренный», — ответила я. «Полезный. Не наглейте, вы только что проснулись». Он медленно сел, обвел взглядом зал. «Вы плакали?» «Нет». «Лжете». «Да, но исключительно по медицинским показаниям». Он вдруг поднял руку и коснулся моей щеки. «Значит, теперь все совсем плохо», — тихо сказал он. «Почему?» «Потому что я хочу поцеловать вас снова, а за дверью, кажется, враги». И, как ни странно, именно эта фраза окончательно вернула мне самообладание. «Отлично», — сказала я. «Значит, сначала победим врагов, потом разберемся с вашими дурными идеями». Он тоже поднялся, бледный, злой и уже совсем не сонный. «Боюсь, Оливия, это не дурная идея. Это намерение». И вот с таким заявлением мы и пошли отражать осаду. Нападающих было больше, чем я надеялась, и меньше, чем я боялась. Сбежавшие родственники, обиженные изгнанием, явно нашли себе союзника в лице местного темного специалиста средней руки. Тот собрал для них десяток наемников, навесил на ворота сонные чары, обещал легкую победу, но, видимо, забыл учесть одну мелочь. У любой хозяйки, даже временной, найдется чем встретить гостей, которые ломятся в ее дом без приглашения. «Что у нас есть?» — спросил Адриан, пока мы поднимались на стену. 2 бочки уксуса, запасы лампового масла, соль, мои зелья хаоса, камни, замковые защелки и очень злой дворецкий. Неплохо. Во дворе уже суетились слуги. Я раздала распоряжение быстро. Закрыть внутренние двери, женщин и детей в нижний зал, мужчины на галерею с камнями и крючьями, поварятам греть уксус, старому садовнику принести колючие сетки для яблонь. Хейлу никому не позволять играть в героев без приказа. «А вам?» — спросил он меня. «А мне бутылки». «Какие именно, госпожа?» «Все, которые взрываются с запахом». Снаружи у ворот уже раздавались удары. Кто-то кричал, требуя открыть по праву семьи, кто-то обещал милость, кто-то бранился. Все это звучало довольно жалко на фоне того, как Адриан поднял руку, и над воротами разлился глухой серый купол. Не абсолютная защита, но достаточно, чтобы замедлить прорыв. «Долго продержите?» — просила я. «Если не будут подпитывать снаружи до утра. Если будут, посмотрим». «Тогда надо найти колдуна». Он посмотрел вниз. На опушке, чуть в стороне от факелов и повозок, стоял высокий человек в темном плаще. «Вот он», — сказала я. «Вижу. Сможете достать?» «На таком расстоянии, да. Но сначала надо снять подпитку с ворот». «Оставьте это мне». Я спустилась на промежуточную площадку, где уже стояли 2 кухарки и 3 служанки с тяжелыми кувшинами. Вид у них был решительный, особенно у миссис Бран, которая держала половник как оружие возмездия. «По моему знаку, девочки», — сказала я. «Госпожа», — просила одна молодая горничная, «а если они войдут?» «Тогда очень пожалеют». Удары усилились. На воротах проступили темные разводы. Колдун качал в них сон и гниль, пытаясь размягчить защиту. Я вытащила из кармана 3 маленьких флакона. Моя лучшая смесь. Молотый перец, соль и уксус, дурно пахнущий дым и немного позора. «Сейчас», — пробормотала я. Когда в древесине показалась первая трещина, я швырнула первый флакон. Вспух густой желтоватый дым, за воротами заорали. «Еще!» — крикнула я. Кувшины полетели следом. Уксус, масло, камни.
Кто-то сверху метко запустил старый сапог, и это почему-то оказалось особенно унизительным. Наемники внизу закашлялись и запутались. Один факел упал в лужу масла, вспыхнуло пламя. Не страшное, но достаточное, чтобы все отскочили. «Сейчас!» — крикнула я наверх. Адриан не отвечал. Он стоял на стене, сосредоточенный, вытянув руку к опушке. Воздух вокруг него дрожал. Потом он резко сжал пальцы, и на секунду мир стал тихим. А потом от дерева, возле которого стоял колдун, рванула волна силы. Не яркая, просто настолько плотная, что даже изнутри двора я ее почувствовала кожей. И на опушке вспыхнул свет. Черная фигура отлетела в сторону. Подпитка с ворот оборвалась. Купол над замком выпрямился. «Попали!» — завопил поваренок. «Не радуйся раньше времени!» Рявкнула я, но сама уже улыбалась. Без колдуна родня быстро превратилась обратно в то, чем и была. Склочную трусливую толпу при случайных наемниках. Несколько человек еще пытались сломиться, но без эффекта внезапности их энтузиазм быстро иссяк. Первой убежала Эстер. Я узнала ее по лиловому плащу. А через четверть часа двор опустел. Наемники разбежались, бросив двоих раненых. Факелы догорали в грязи. У ворот валялась шляпа Рональда. Когда стало ясно, что атака отбита, я вдруг почувствовала, как сильно устала. Ноги задрожали, плечи заныли. Я обернулась к стене. Адриан спускался ко мне. Медленно, слишком медленно. «Только не говорите, что опять падаете», — сказала я. «Нет, просто вдруг понял, что вы страшнее любого войска». «Это я еще в хорошем настроении». Он подошел совсем близко. Вокруг шумели слуги, кто-то смеялся, кто-то собирал обломки у ворот, но все это стало далеким и неважным, потому что у Адриана было то выражение лица, которое мужчины надевают, когда, наконец, перестают спорить сами с собой. «Оливия». «Да». «В этот раз врагов за дверью нет». «И?» «Значит, нет причин откладывать». И он поцеловал меня. И в отличие от первого, этот поцелуй был совсем не экстренный. Никакой магии, только теплые губы, вкус дыма и то потрясающее чувство, когда все долгое, упрямое, невысказанное, наконец становится простым. И я поцеловала его в ответ, а потом отстранилась и сказала: «Если вы сейчас упадете в обморок, я решу, что это ваш метод ухаживания». А он рассмеялся прямо мне в волосы. «Учту». Из-за спины деликатно кашлянул Хейл. «Прошу прощения. Мне прервать момент ради очень плохих новостей сейчас или через минуту?» «Сейчас», — сказали мы хором. «Колдуна не нашли», — сказал он. «Но у нас есть его сумка, 2 связанных наемника и письмо с печатью города». Я вздохнула. Ну, конечно. А я уже почти поверила, что ночь закончилась. Письмо оказалось даже лучше, чем я рассчитывала. В нем местный темный недоучка, называвший себя магистром Марканом, подтверждал госпоже Эстер и господину Рональду, что при успешном устранении влияния новой особы управление замком будет передано законным доверенным представителям семьи покойной маркизы. «Какая прелесть», — сказала я. «Письменный заговор с самоуверенной формулировкой». «Этого хватит для суда?» — просил Адриан. «Хватит, чтобы уважаемый магистр бегал быстрее своих наемников, а ваших родственников надолго перестали звать в приличные дома». Мы сидели в библиотеке. Между нами стоял поднос с холодным чаем и хлебом с сыром. В доме, наконец, воцарилась усталая, честная тишина. Та, что бывает после большого бедствия, когда никто не погиб, и потому все вдруг начинают ценить простые вещи. Стул, свет, горячую воду и целые окна. Адриан смотрел на письмо, а я на него. Ночью он снова выглядел сильным.
Но теперь при лампе усталость возвращалась. Но уже другая, не мертвая, а обычная человеческая. Ее можно вылечить и пережить. «О чем думаете?» – спросил он. «О том, что вам нужны новые ворота». Это не самое романтичное замечание после поцелуя. Я практичная женщина. Ужасно неудобное качество. Зато полезное в хозяйстве. И все-таки, Оливия, вы собирались уехать? Собиралась. А теперь? Это был опасный вопрос. А теперь, сказала я слишком устала, чтобы принимать решение до завтрака. Это уклонение. Это мудрость, не путайте. Хорошо. Тогда давайте не решать до завтрака. А после? А после я спрошу вас снова. Вы упрямый человек, Адриан. Нет. Просто нашел то, что не хочу отпускать. С таким настроем спорить было тяжело. Особенно, когда половина моего сердца уже предательски соглашалась, а вторая делала вид, что еще сохраняет достоинство. К счастью, в дверь постучал Хейл. «Милорд, госпожа, к городскому приставу уже отправили гонца. И еще у нас проблемы с теми двумя наемниками». «Сбежали?» – спросила я. «Нет. Один плачет, второй просит суп». «Прекрасно. Значит, ночь окончательно сошла с ума». На следующее утро замок выглядел так, будто пережил драку, семейный скандал и очень плохой праздник одновременно. Во дворе чернели следы костров, у ворот валялись обломки. На кухне кипел бульон и слишком бодрый спор о том, кто именно первым додумался лить уксус с галереи. Я прошла по галерее второго этажа, проверила окна, заглянула в кладовую и спустилась в столовую. Там меня уже ждали. Адриан сидел во главе стола, бледный, но собранный. Хейл передал нам сводку. Один наемник ночью разговорился. Колдун Маркан жив, но ранен, и сбежал в сторону старой мельницы у западной дороги. Эстер с Рональдом тоже скрылись, прихватив с собой троих самых преданных родственников и повозку белья. К полудню приехал городской пристав с двумя стражниками, писарем и лицом человека, который рассчитывал на банальную жалобу о границах, а получил целый клубок семейного преступления, незаконной вырубки и темной магии. Его звали господин Ларсен. Он был сух, аккуратен и любил порядок почти так же сильно, как и я. Мы показали ему поддельные бумаги, письмо Маркана, признание наемников, остатки сонных чар на воротах и список похищенного имущества. Ларсен слушал молча, иногда что-то отмечал. Когда он ушел, прихватив документы, показания и наемников, дом будто окончательно выдохнул. Все. Теперь это уже не просто семейная драма. Это официальное дело. С печатями. Я собиралась подняться к себе и, наконец, поспать хотя бы час, но Адриан остановил меня в коридоре. «Оливия». «Что?» «Завтрак закончился». «И?» «Я обещал спросить после завтрака». «Вот настырный человек». «Не здесь», — сказала я. «Хорошо. Где?» «В оранжерее через 10 минут. И если вы там будете слишком обаятельны, я уйду». «Я постараюсь быть ужасным». «У вас не получится». «Знаю». А он ушел первым, а я чуть позже, чтобы дать себе время придумать десяток разумных причин, почему все это невозможно. К сожалению, ни одна не звучала убедительно. Оранжерея была в южном крыле сада. Когда-то покойная маркиза выращивала там редкие цветы. После месяцев хаоса там было пыльно, тесно и удивительно спокойно. Адриан уже ждал меня у длинной деревянной скамьи. «Я пришла предупредить», — сказала я, «если вы собираетесь благодарно влюбиться в женщину, которая навела вам порядок, это может быть временным помутнением после стресса. А если нет? Тогда вы выбрали неудачный объект. Я неудобная, я спорю.
Я могу испортить любой роман вопросом о страховке крыши. Прекрасно. И я не юная прелесть, чтобы краснеть у рояля. Слава богам. И еще я действительно приехала сюда по контракту. Да, а остались вы уже не по контракту. Что вы хотите от меня, Адриан? Правды. Только ее. Если вы хотите уехать, скажите. Я не стану вас удерживать. Если хотите остаться ненадолго, скажите. Если не верите мне, скажите тоже. Но не прячьтесь за контракт, когда мы оба понимаем, что дело давно не в нем. Я не умею легко, призналась я. Никогда не умела. Мне проще войти в чужой дом, построить 20 человек и разоблачить мошенника, чем решить, что делать с одним мужчиной, который смотрит на меня как на чудо и проблему одновременно. Вы есть и то, и другое. Вот видите? Оливия, я не прошу ответа на всю жизнь прямо сейчас. Я прошу только не уезжать сегодня. Это все? Для начала, да. А если я останусь, вы не начнете немедленно говорить о браке, детях и шторах в западной гостиной. О шторах могу начать. Они ужасные. И я расхохоталась. Это нечестно. Я уставший маг. У меня мало оружия. И вот в этот момент, посреди пыльных лимонных кадок, я сделала самую опасную уступку в жизни. «Хорошо», — сказала я, — «сегодня я не уеду. А завтра? Не наглейте Постараюсь. и не смотрите на меня так, будто уже победили». Я не победил, Оливия. Я просто надеюсь. Ну что тут скажешь человеку, который в одном предложении сумел быть взрослым, честным и почти невыносимым? И я поцеловала его первая, совсем коротко, просто чтобы он не слишком воображал. К сожалению, это сработало наоборот. Следующие 3 дня прошли в делах. Как ни странно, это очень помогло. Когда сердце ведет себя безобразно, лучший способ не дать ему окончательно испортить вам характер — загрузить руки, голову и всех вокруг. Мы считали ущерб, осматривали лес, допрашивали свидетелей, отправляли письма в город, в соседние поместья и судье округа. Выяснилось, что Рональд с сообщниками продавал древесину не только тайком, но и по заниженной цене двум приграничным кланам, а деньги оставлял себе. Эстер вела расходы по дому так, будто считала замок бездонным кошельком покойной родственницы. Темный Маркан за отдельную плату снабжал их мелкими чарами. Крыть подделку, притупить чужое внимание, усыпить совесть. «Какое жалкое сообщество», — сказала я, когда мы просматривали последнюю стопку бумаг. Вы разочарованы? — просил Адриан. «Немного, если уж замышлять злодейство, то хотя бы со стилем, а здесь одна посредственность». Иногда посредственность и есть самое утомительное зло. «Верно». Мы сидели в бывшей малой гостиной, которую я превратила во временный штаб. Карты леса на стене, списки расходов, кружки с остывшим чаем и Хейл, появляющийся бесшумно именно тогда, когда нужен свежий песок для чернил или чья-то срочная подпись. Дом оживал на глазах. В столовой снова накрывали не на 30 прожорливых ртов, а на тех, кто здесь действительно жил и работал. В коридорах пахло полировалью, а не чужими духами. Даже сад, кажется, расправил плечи. И все это время я оставалась. Сначала потому, что еще были дела. Потом, потому что дела чудесным образом не кончались. А затем стало уже бессмысленно скрывать, что мне просто не хочется уезжать. На 4-й день после осады пришла первая официальная весть. Маркана поймали у переправы. Он пытался уехать, выдав себя за торговца лекарствами. Но, по словам пристава Ларсена,
слишком плохо играл честного человека. А на 6-й день пришло письмо от одной из тетушек Адриана, от старшей, от той самой, которая не любила меня с первого взгляда. Адриан вскрыл письмо за завтраком, прочел, потом передал мне. Если дом цел, а родственники сбежали, значит, вы справились. Если племянник перестал выглядеть как собственная тень, значит, вы справились хорошо. Если при этом вы еще не вышли за него замуж, значит, он в нашей семье самый медлительный мужчина за 3 поколения. С уважением, леди Августа Верден. Постскриптум. Если он начнет тянуть, напомните, что у него был шанс умереть в одиночестве, но он его упустил. Я перечитала письмо дважды. «Ваша тетушка пугает меня все сильнее», — сказала я. Привыкайте, это форма одобрения. «У вас в семье очень странные методы любви». Зато эффективные. Я хотела вернуть письмо, но он не взял. Оставьте себе. На случай, если вы еще сомневаетесь, что мой род безумен целиком. «О, в этом я уже не сомневаюсь». Он улыбнулся, и я тоже. И именно в этот момент я поняла, что самый страшный этап наступил не во время осады и не при поцелуе посреди проклятия, а сейчас, когда все стало спокойно. Потому что спасать друг друга в опасности легко. Намного труднее остаться рядом в обычной жизни, где нет врагов за воротами, и каждое чувство приходится признавать без оправдания героизмом. Через неделю после моего приезда замок было не узнать. Лакеи снова ходили в чистых сюртуках, кухня работала как часы, в саду обрезали сухие ветви, вдоль западной стены натянули леса для ремонта. Вечерами в библиотеке снова зажигали все лампы, а не 2 несчастные свечки. Я провела утро в кладовых, потом полдня спорила с поставщиком муки, а к вечеру обнаружила, что устала так приятно, как устают только на своем месте. Это должно было бы меня насторожить. Вместо этого я пошла в сад. Адриан нашел меня у старого фонтана. Он был без камзола, с закатанными рукавами и с выражением лица человека, который впервые за долгие месяцы занялся чем-то материальным и от этого почти счастлив. «Вы выглядите подозрительно довольным», — сказала я. Я сегодня собственноручно выгнал поставщика, который пытался продать нам гранит по цене хорошего мрамора. «Поздравляю. И еще немного, и вы станете полноценным хозяином». Боюсь, это влияние одной ведьмы. Мы пошли по дорожке вдоль розария. Пристав написал, что суд назначат через месяц, сказал Адриан. Рональду и Эстер светят крупные штрафы, а Маркану ссылка из округа и запрет на практику. Значит, мир не совсем безнадежен. Оливия, я хотел спросить. Я не хочу давить, но и делать вид, будто ничего не изменилось, тоже не могу. Вы, наверное, это заметили. Немного. Тогда скажу прямо. Оставайтесь. Я молчала. Не как гостья, не как управляющая и не как женщина, которую я уговариваю задержаться еще на 1 день. Оставайтесь со мной здесь по-настоящему. Воздух вокруг стал плотнее. Вы сейчас делаете предложение? Пока нет. Я сначала пытаюсь понять, согласитесь ли вы вообще думать в эту сторону, или мне стоит сразу готовиться к унизительному отказу. «Адриан», — сказала я, — «вы овдовели меньше года назад. Вы только начали вылезать из горя. Ваш дом едва встал на ноги. Я ворвалась сюда, как пыльная буря, и перевернула вам в жизнь. А теперь вы хотите, чтобы я решила, не останусь ли я навсегда?» Да, Просто сказал он. «Вы ненормальный. возможно. И вам не кажется это поспешным?» Кажется.
но не ошибочным. Он подошел ближе. Я не путаю благодарность с тем, что чувствую. Я слишком долго жил в пустоте, чтобы не отличить ее от присутствия человека, рядом с которым все вдруг снова имеет смысл. «А если я испорчу вам покой?» — тихо спросила я. Тогда это будет очень живой покой. «А если начну командовать? Уже начали. А если я не сумею быть мягкой?» Оливия, мне не нужна мягкая тень в красивом платье. Мне нужны вы, с вашей злостью, умом, привычкой все проверять, вашим невозможным голосом на кухне и тем взглядом, после которого даже мошенники вспоминают о совести. Я рассмеялась сквозь внезапно подступившие слезы. Это самый странный набор комплиментов в моей жизни. Я не мастер салонной поэзии. Слава богам! Так что? Я закрыла глаза на секунду, потом открыла. Так что я согласна думать в эту сторону. Он моргнул. Это согласие? Это огромный шаг навстречу, не портите его нетерпением. Простите, я просто никогда не ухаживал за женщиной, которая может одновременно поцеловать и составить опись моих недостатков. Тогда учитесь. С удовольствием. И только когда он обнял меня, не торопясь, не как победитель, а как человек, которому правда дорого то, что ему доверили, я поняла, что внутри уже все решила. Просто мне, как приличной ведьме, нужно было еще немного поворчать для приличия. Предложение он сделал через 3 дня. Разумеется, не так, как я ожидала. То есть я вообще старалась ничего не ожидать. Но если я все же бы вообразила себе сцену, там были бы вечер, камин и, возможно, кольцо. Вместо этого все случилось в учетной комнате. Я сидела за столом над новой книгой расходов, вписывала поставки зерна и пыталась понять, почему люди, торгующие курами, всегда пишут цифры так, будто ненавидят всех, кто умеет читать. Дверь открылась. Вошел Адриан, за ним Хейл с очень торжественным видом. За Хейлом мисс Бран, 2 кухарки, садовник и даже поваренок. «Что случилось?» — спросила я. «Ничего страшного, госпожа», — сказал Хейл. «Просто мы, как персонал дома, считаем необходимым присутствовать при важном административном решении». «В каком еще решении?» Адриан кашлянул. «Оливия», — сказал он, — «я собирался сделать это вечером, но тетушка Августа прислала второе письмо. В нем было сказано, что если я и дальше буду мямлить, она приедет лично и все устроит сама». «О, нет!» «Вот именно. Поэтому я решил спасти нас обоих. От тетушки?» В том числе». Я уже начала догадываться, и, что хуже всего, краснеть. «Оливия Грей», — сказал он, и весь этот странный почетный комитет за его спиной замер, как на параде. «вы вошли в мой дом по контракту, выгнали из него бедствие, спасли мне жизнь, вернули поместью разум и каким-то чудом убедили даже стены, что вас следует слушаться. Я люблю вас и хочу, чтобы все это было не временно. Вы согласитесь стать моей женой? Настоящей, без маскарада и без притворства?» В комнате воцарилась мертвая тишина. Потом мисс Бран всхлипнула. «Я не плачу. Это пыль». Хейл смотрел в окно с выражением лица человека, глубоко оскорбленного собственной сентиментальностью. Поваренок улыбался так, будто женит лично его. А я сидела, прижимая пальцы к книге, и понимала, что, кажется, все в доме уже давно решили все за нас обоих. «У вас ужасное чувство момента», — сказала я, потому что если не скажу хоть что-то язвительное, просто расплачусь. «Знаю», — ответил Адриан. «Но у меня есть смягчающие обстоятельства. Я очень волнуюсь».
И вы решили сделать предложение при свидетелях? Это был заговор, признался он. Меня убедили, что так будет меньше шансов для вас сбежать. Умно. Так что? Я встала, подошла к нему вплотную. «С одной стороны, — сказала я, — вы овдовевший маркиз с измотанным домом, дурной роднёй в анамнезе и привычкой делать судьбоносные вещи среди бухгалтерских книг. Все так. А с другой, вы единственный человек, рядом с которым мне хочется остаться не из чувства долга, выгоды или привычки, а просто потому, что это правильно. Да, Адриан, я выйду за вас». Миссис Бран все-таки пришлось признать, что она плачет. Хейл позволил себе улыбнуться. Садовник сказал «наконец-то», кухарки обнялись, а поваренок издал такой радостный визг, будто выиграл спор на деньги. А Адриан просто взял мою руку и поцеловал. «Кольцо я, кстати, приготовил», — сказал он спустя пару секунд. «О, прекрасно!» Он надел мне кольцо, простое, старое, семейное, с темно-зеленым камнем. Я посмотрела на кольцо, на людей, которые уже считали меня своей, и вдруг с удивлением поняла, меня это больше не пугает. Ну, или почти не пугает, что для разумной женщины вроде меня уже можно считать полным безрассудством. Если вы думаете, что после свадьбы жизнь превращается в сладкую балладу, значит, вы никогда не вели большое хозяйство, не ремонтировали старый замок и не делили кабинет с мужчиной, который считает, что бумаги сами по себе имеют способность размножаться по ночам. Прошел год, и я могу официально заявить, счастье выглядит не как бесконечные поцелуи в лучах заката, а как спор о цене овса, совместная проверка мостков после ливня, теплая рука на моей спине, пока мы идем по залу к ужину, и полное отсутствие чужих родственников в радиусе ближайших холмов. Замок Верден ожил окончательно. Северный лес восстановили и взяли под особую охрану. Доходы от смолы и древесины вернулись. В саду снова работал фонтан. В оранжерее я лично спасла половину растений. В западной гостиной повесили новые шторы. Слуги теперь ходили по дому с тем спокойным достоинством, которое появляется у людей только тогда, когда ими не помыкают посторонние бездельники. Мисс Браун держала кухню железной рукой. Поваренок вырос и теперь назывался младшим поваром. А я стала маркизой. До сих пор звучит подозрительно. Первое время полокруга приезжала посмотреть на меня как на явление, на ту самую злую невесту, которая выгнала целый выводок жадной родни, пережила осаду, поймала темного колдуна и вышла за хозяина замка не из расчета, а потому что оба оказались достаточно безумны. Некоторые дамы ожидали увидеть чудовище, некоторые — авантюристку, но я обычно разочаровывала всех сразу. Родственники покойной маркизы больше не появлялись. Сейчас, спустя год, я сижу в той самой библиотеке, где впервые увидела Адриана. За окном лето. Из кухни тянет корицей. На столе лежит смета на ремонт Северной башни. Вы опять хмуритесь на цифры так, будто собираетесь их проклясть. Раздается знакомый голос от двери. Я поднимаю голову. Адриан стоит на пороге, опираясь плечом о косяк. Только теперь в его лице нет той серой пустоты. Теперь он живой, теплый, мой. «Я не проклинаю», — говорю я воспитываю». Бедные цифры. Он подходит, наклоняется и целует меня. Тетушки прислали письмо. «Опять?» Да, поздравляют нас с годовщиной. Как мило с их стороны. И еще прислали подарки. Надеюсь, не родственников? Нет. Серебряный чайный сервиз, набор садовых ножниц и табличку для ворот.
Какую табличку? Он протягивает мне лист. Там выведено: частное владение Верденов. Посторонним вход воспрещен. Родственникам особенно. Я люблю этих женщин, признаю я. Я знаю. Он смеется и берет меня за руку. Иногда я думаю о том дне, когда в мою контору пришли две чопорные тетушки и попросили найти очень злую невесту. Им нужна была Мегера, способная распугать чужую родню, а они получили меня. А я получила куда больше, чем рассчитывала. Дом, который сначала был заказом, а потом стал жизнью. Мужчину, которого сначала хотелось встряхнуть, а потом уже просто любить. И место, где моя злость пригодилась не для разрушения, а для порядка. Так что если кто-то спросит меня теперь, правда ли я та самая злая невеста маркиза Вердена, я отвечу честно. Да, самая злая, самая любимая. И, как выяснилось, совершенно счастливая. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!